Вначале было слово, и слово было «Yes». Если когда-нибудь в будущем возьмутся описывать историю сотворения стиля арт-рок, то начинаться она будет, возможно, с данной фразы. Группа музыкантов, дерзко назвавшаяся словом «да», сумела воплотить в музыке всю сконцентрированную, утверждающую мощь своего названия. Они разомкнули границы традиционного рок-звучания и распахнули двери в мир доселе неведомых созвучий. Они сказали «да». Биографию Yes можно начать с того момента, когда 23-летний Джон Андерсон вернулся с континента в Лондон, где он концертировал в качестве вокалиста с группой The Warriors. Что собой представляет этот человек, которому предстояло создать одну из величайших групп в истории арт-рока? Уроженец сельской Северной Англии, Джон рос в фермерской семье и не смог доучиться в школе, потому что работа на ферме была более насущной необходимостью. Семья была большой, и в 15 лет Джон начал водить грузовик, помогая отцу управиться с доставкой продуктов к клиентам. В 18 лет он присоединился к The Warriors, где пел его старший брат. Таким образом, недоучившийся в школе и не знающий нотной грамоты Джон вступил на путь музыканта. В конце 60-х лондонский клуб Marquee получил известность благодаря дешевым билетам на концерты известных рок-групп и либеральному отношению к ЛСД. Клуб стал культовым местом среди фанатов психоделического рока, вот только лицензии на продажу алкоголя у Marquee не было. Посетители нашли выход. После концерта они перемещались в соседний клуб La Chasse и заканчивали вечер там. Именно в La Chasse устроился работать, протирать стаканы и обслуживать музыкальный автомат вокалист Джон Андерсон после распада его группы The Warriors. Параллельно работе Джон записал несколько синглов под псевдонимом Ганс Христиан и искал достойный коллектив, с которым можно было бы концертировать. Кто-то из хозяев La Chasse предложил на эту роль группу Mabel Greer's Toy Shop и познакомил Джона с ее бас-гитаристом Крисом Сквайром. Музыканты нашли общий язык, сыграв вместе несколько концертов, они сменили название на более лаконичное Yes. После триумфального выступления Yes в клубе Blazes, его директор Рой Флинн стал концертным менеджером группы. Благодаря связям в мире музыкального бизнеса, он организовал контракт Yes с престижным американским лейблом Atlantic, который как раз начинал работать в Европе. Отыграв на разогреве на прощальном концерте группы Cream в стенах лондонского Альберт-холла, Yes возглавили список перспективных новичков английской рок-сцены. На ранних концертах Yes исполняли популярные рок-хиты в далекой от оригиналов обработке. У группы не было дефицита собственного песенного материала, просто раскрученными вещами было проще завоевать внимание аудитории. Пара самых удачных кавер-версий Every Little Thing группы The Beatles и I See You группы The Byrds попали на альбом Yes. Обе песни повествуют о восторгах взаимной любви. В то время появление в стихах серьезных тем было скорее исключением. Но Андерсон всегда утверждал, что пишет стихи со смыслом, чтобы заставить слушателей думать. И уже с первого альбома его тексты начали расходиться на цитаты. Клавишник Тони Кей, обладатель классического музыкального образования, присоединился к Yes последним. Звучание его электрооргана Hammond сформировало уникальный почерк группы. Изданный в разгар лета альбом Yes не получил ошеломляющего признания и не квалифицировался в чартах, однако английский еженедельник Melody Maker и американский вестник Rolling Stone опубликовали на пластинку восторженные рецензии. Для дебюта очень неплохо. Компания Atlantic Records, выпустившая альбом, смотрела на Yes благосклонно и даже предоставила группе своего продюсера Тони Колтона для записи следующего альбома. Коммерческий неуспех первого отнесли к отсутствию грамотного продюсирования. Будучи в туре, группа начала сочинять следующий альбом, а в начале 70-го приступила к его записи. Второй альбом Time and a Word в
В целом был похожим на первый, но звук получился более насыщенным, благодаря акустическому дополнению в виде медной и струнной секций. Однако успех альбома был не намного выше, чем у предыдущего. Два залпа в одну, казалось бы, верную цель не принесли ощутимого результата. Yes по-прежнему была клубной группой с ограниченной известностью. Неудачу уже нельзя было отнести к непрофессионализму продюсера. Тони Колтон был авторитетным специалистом. 2 года работы, 2 альбома и практически никакой отдачи. Финансовое положение было на нуле. Над группой повисла депрессия. Как правило, после 2 неудачных альбомов фирма звукозаписи прекращала сотрудничество с группой. Если сравнивать Yes с другими группами, стартовавшими примерно в то же время, такими как Led Zeppelin, King Crimson, то последние добились успеха почти с первых шагов, а положение Yes было близким к распуску. В этой ситуации произошел первый болезненный раскол. Андерсон и Сквайр приняли решение уволить Бэнкса и менеджера Роя Флина. По их мнению, и тот, и другой достигли своего потолка и тормозили развитие. Как ни жесток был этот шаг по отношению к этим двум любящим и верящим в Yes людям, но последующие события показали, что он был необходим. Группа объявила отмену всех концертов, вплоть до приема нового гитариста. Выбор пал на Стива Хау. Примечательно, что Хау ничего не слышал из Yes раньше, хотя молодые музыканты и группы в Лондоне общались тесно и выступали на одних и тех же площадках. Будучи приглашенным в Yes, Хау нашел в группе разлад, бедность и уныние. Надо отметить, что Стив к этому времени был женат и имел годовалого сына, так что материальная сторона дела не могла его не интересовать. Однако атмосфера их музыки пришлась ему по душе, и он принялся разучивать материалы последнего альбома. Почти одновременно с этим Yes обзавелся новым менеджером Брайаном Лейном, который работал с группой в течение последующих 10 лет. Лейн энергично взялся за дело. Группа удалилась на небольшую ферму, где провела полгода вплоть до осени, репетируя с Хау и сочиняя пьесы для нового альбома. Осенью начались концерты. С первых шоу стало ясно, что слухи о смерти Yes сильно преувеличены. Наряду со старыми композициями группа представила новые вещи, написанные для Yes альбом, и они были приняты буквально на ура. Зимой 1971 года в Англии вышел сам альбом. Группа сделала большой шаг вперед. В отличие от предшествующих, The Yes альбом уже не содержал интерпретаций. На нем были только собственные композиции. Весной они отправились в свой первый тур по Северной Америке вместе с Джет Ротал. Американская публика приняла группу очень благосклонно. Местные радиостанции начали передавать в эфир записи с альбомов и с концертов. Отдельный восторг вызывало сольное исполнение Стивом Хау своей виртуозной пьески «The Clap». Впоследствии она стала неформальным эталоном исполнительной техники для гитаристов. Вернувшись в Англию, Yes приступил к записи следующего альбома. Композиции для него были задуманы еще в туре, однако возникло напряжение между Хау и Кэем. Они стали недолюбливать друг друга. Причем конфликт был не музыкальный, а бытовой. Дело в том, что группа проживала в одной квартире в 3 помещениях. Крис Сквайр делил комнату с Биллом Бруфордом, Джон Андерсон с Брайаном Лейном, а в 3-й жили Стив Хау и Тони Кей. Так вот, Стив и Тони не ужились вместе. Тони вел вольный образ жизни, любил выпивать и поухаживать за дамами, а Стив был чистюля и аскет. Стиву мешали сосредоточиться подружки Тони, а Тони в свою очередь мешало веселиться присутствие постной физиономии соседа по комнате. В результате непродолжительных трений решено было, что Тони уйдет из группы. Решение было джентльменским и взаимно одобренным, хотя есть некое мнение, что более веским поводом было появление в поле зрения группы клавишника Рика Уэйкмана. Скорее всего, обе причины совместились. Тони был не прочь избавиться от стеснительного соседа, а Yes был не прочь сменить Тони на Уэйкмана. Так или иначе,
Тони Кей не был уязвлен, в скором времени он создал свою группу Badger, которая некоторое время даже выступала совместно с Yes. Уэйкман был приглашен в группу Брайаном Лейном и почти сходу принял участие в записи альбома Fragile, четвертого по счету альбома Yes. Альбом состоял из 9 пьес, и, как сказано выше, 5 из них были сольными номерами музыкантов, а 4 общими композициями группы. Выпустив альбом, группа, кроме Рика Уэйкмана, приобрела еще одну очень важную фигуру. Это художник Роджер Дин. Первый альбом, который оформил Роджер, был Fragile, а со временем его имя и его прекрасные работы стали для поклонников Yes неотделимы от музыки. Альбом вышел осенью 1971 года, и если предыдущий The Yes альбом имел ощутимый успех, то эти 9 пьес буквально потрясли мир любителей рок-музыки. Стартовая Roundabout стала хитом сезона. В ходе сольного тура группы по США музыканты подготовили несколько черновиков до следующего альбома. Одним из таких черновиков была песня гитариста Стива Хау с рабочим названием Close to the Edge. Стив писал о своем домике, который был расположен у самой кромки Темзы. Вокалист Джон Андерсон в то время читал роман Германа Гесса «Сиддхартха» и ассоциировал название песни с сюжетом книги, герой которой вовсе не Будда, как можно подумать, а простой юный индийский монах в итоге осознает, что край реки жизни – пропасть между добром и злом, всего лишь видимость, которая зависит от изменчивого времени. Спорная мысль, но именно на ее основе Джон решил создать альбом. Главная проблема при записи заключалась в том, что только Андерсон и Хау имели представление о том, каким должен получиться результат. Замышляемая форма была настолько масштабна, что реализовать ее в процессе джема было невозможно. Имелись лишь контуры будущего произведения, и только Андерсон мог в них ориентироваться. Музыка сочинялась и тут же записывалась 30-секундными секциями, и никто точно не знал, что должно последовать дальше. Метод склейки единого полотна из множества мелких, никуда не ведущих кусочков, опробованный звукорежиссером Эдди Оффордом на фрагментах альбома Fragile, стал единственной возможностью зафиксировать новый материал студии. Старания окупились. Close to the Edge занял 4-е место в английском альбомном чарте и 3-е в американском Billboard. Со временем популярность альбома только возросла. Пластинка стала культовой в среде поклонников прогрессивного рока. В 2014 году авторитетный журнал Prog назвал Close to the Edge лучшим представителем жанра за все время. Однако еще до этого, по окончании сессии в июле, Yes постиг серьезный удар. За время пребывания и концертирования Билл Бруфорд превратился из талантливого новичка в опытного и признанного барабанщика. Бруфорд был многим недоволен. Он был недоволен диктаторством Андерсона, вечными опозданиями Сквайра, он был недоволен тем, что выгнали Питера Бенкса, а вслед за этим поменяли Тони Кея на Рика Уэйкмана. Он был недоволен тем, как тратятся деньги группы. Наконец, он был крайне недоволен и измучен двухмесячным адом записи последнего альбома. Немедленно после окончательного монтажа альбома Бруфорд заявил о своем уходе. Билл часто капризничал, но никто не мог предположить, что он уйдет из группы так внезапно. К тому же после несомненно удачной записи, просто обреченный на успех. Уговоры ни к чему не привели, Билл собрал чемоданы и хлопнул дверью. Оказывается, у него давно зрело решение пойти играть в King Crimson, что он и сделал. Барабанщик Билл Бруфорд, ушедший из Yes, поддерживал хорошие отношения с бывшими коллегами и весной 1973-го пригласил на свою свадьбу участников как прежней, так и настоящей своей группы King Crimson. Джейми Мьюир горячо рекомендовал всем гостям прочесть любимую книгу Джорджа Харрисона «Автобиография йога». «Не позволяйте жизни следовать проторенной дорогой», учил автор книги Парамаханса Йогананда. «Делайте то, чего никто прежде не делал». В итоге Мьюир последовал совету, бросил King Crimson и ушел в буддийский монастырь. Лидера Yes Джона Андерсона автобиография йога также подвигла к решительному шагу. Он не оставил Yes, а напротив решил записать новый альбом на основе комментария из книги.
причем двойной, по одной песне на каждой стороне пластинки. Поскольку полная картина нового альбома, как всегда, имелась только в головах двух его сочинителей, Андерсона и гитариста Стива Хау, студийные сессии вновь обещали стать изнурительными для других участников Yes. Вспомнив шуточное предложение Андерсона записать альбом на опушке леса, менеджер группы Брайан Лейн доставил в студию несколько охапок сена и фанерные силуэты коров с двигающимися выменями на батарейках. Антураж сработал, запись прошла без мучений. Дать характеристику Tales from Topographic Oceans трудно. Альбом крайне неоднозначно оценивали как его создатели, так и слушатели. К примеру, Джон Андерсон был счастлив этой записью, в то время как Рик Уэйкман считал ее откровенной неудачей. Объективно можно сказать лишь одно – это самая масштабная работа в творчестве Yes, и, возможно, во всем направлении арт-рока. Отдельной сложностью для Андерсона был Рик Уэйкман. Вообще обстановка в группе была очень напряженной, особенно чувствительно было похолодание отношений между Андерсоном и Крисом Сквайром. Последний считал, что с этим альбомом Андерсон сильно хватил через край. Непонимание между двумя основателями группы угрожало ее распадом. Однако раскола удалось избежать. Измученный сессиями Уэйкман порывался уйти подобно Биллу Бруфорду сразу после окончания записи, но его уговорили остаться по крайней мере на период американского тура. В феврале-марте 1974 года Yes выступали в США и Канаде. Группа шла на сцену как в бой, используя все рода войск – звук, свет, декорации и механику. И победа была одержана. Успех был оглушительным. Билеты расхватывались, диски раскупались. Альбом получил статус золотого, на несколько месяцев возглавил рейтинг популярности в Англии, однако после тура Рик Уэйкман решил покинуть группу, хотя это решение далось ему с трудом, и обошлось в сердечный приступ с последующей отлежкой в больнице в течение нескольких недель. Причина вполне бесспорна – музыкальные разногласия. Уэйкман не понимал этой музыки и не хотел ее играть, он считал ее слишком растянутой, как набитый ватой женский бюстгальтер. За год, связанный с альбомом, он отдалился от группы. Остальные участники Yes были вегетарианцами, а Рик любил мясо, пиво, женщин и машины. Однако он глубоко переживал свое расставание с Yes. Даже подоспевший к тому времени успех его сольного альбома Journey to the Center of the Earth не скрасил ему настроение. Так Уэйкман ушел из Yes в первый раз. Времена общежития Yes остались позади. У всех участников группы появились собственные дома. Бас-гитарист Крис Сквайр устроил студию звукозаписи в гараже своего особняка, который носил название New Pipers – новые дудочники. Все лето 1974 года замены клавишнику Рику Уэйкману не было. Но в начале августа вакансию заполнил участник Refugee Патрик Морац, который был фанатом Yes 1969 года. Когда группа впервые выступила на родине Патрика в Швейцарии, памятуя о запахе мясного карри, который Уэйкман уплетал прямо на сцене во время исполнения Tales from Topographic Oceans, Сквайр задал новому клавишнику всего один вопрос. «Ты вегетарианец?» «Если это необходимо», — уклончиво ответил Патрик. И это был правильный ответ. Партии клавишных оказались добавлены к уже существующим песням. В начале карьеры Морац ездил по Европе в составе поддерживающей группы американского джазмена Джона Колтрейна, что обусловило любовь клавишника к джазу. Эта любовь проявилась и при работе с Yes. Новый альбом по структуре оказался похож на Close to the Edge. 3 длинных песни, причем одна посвященная книге, заняла всю первую сторону пластинки. На этот раз внимание Джона Андерсона привлекла эпопея Льва Толстого «Война и мир». По крайней мере, ее название. Беседуя с Джоном, Морац сравнил книгу с французским комиксом «Делириус» о приключениях космического странника на планете Делириус. Возможно, это сравнение послужило источником заголовка «Врата Делириума».
По окончании тура в поддержку следующего альбома Relier, музыканты решили приостановить деятельность Yes на год, за которым планировали выпустить каждый по сольному альбому. В 1975-1976 годах лейбл Atlantic один за одним выпустил сольники Стива Хау, Криса Сквайра, Патрика Муратца, Алана Уайта и, наконец, Джона Андерсона. Когда пришла пора возвращаться к Yes, оказалось, что Рик Уэйкман переварил свое карри и готов продолжить карьеру в группе. Оставшийся неудел Муратц записал еще пару сольных альбомов, а после был приглашен в состав возрожденной группы The Moody Blues. Группа была в зените славы, деньги текли широкой рекой, каждый член группы теперь имел собственный большой дом, концертные аудитории доходили до 140 тысяч слушателей, в связи с чем инженером Yes Майклом Тейтом была сооружена вращающаяся сцена. Группа летала частными рейсами на реактивном самолете. Этот период времени сопровождался экстравагантностями, какие могли позволить себе знаменитости номер один. Так, Стив Хау, чрезвычайно нежно относящийся к своей любимой гитаре Гибсон, однажды, не будучи уверенным, что ей будет хорошо в багаже самолета, приобрел для нее отдельный билет пассажира первого класса на имя мистера Гибсона. Между тем, созрело настроение для нового альбома, и группа начала потихоньку набирать материал. Когда оказалось, что записывать новый альбом в Англии невыгодно из-за налогов, музыканты отправились в Швейцарию. Группа работала непринужденно, перемежая сессии с лыжными развлечениями и общением. Семьи были при музыкантах, жены, дети. Работа напоминала скорее отдых, особенно если вспомнить каторжный труд записи Tales from Topographic Oceans 4 года назад. Может быть, поэтому и альбом получился легким, ясным, как зимнее небо, а звук богатым, изысканным, сочным, как горный воздух. В общем, альбом получился очень поэтичным. Во всех композициях более весомо чувствуется клавишная работа Рика Уэйкмана, который использовал здесь классический церковный орган. Особенно ему дали разыграться в завершающий 15-минутный Awaken. Эту композицию многие считают наиболее срединной, впитавшей в себя дух Yes из всего репертуара группы. Здесь и объемное построение, и монументальное органное звучание, и затейливые партии Стива Хау, и фирменное многоголосие, и захватывающая устремленность ввысь, и вдохновленная лирика Андерсона. В это время ситуация начала меняться. На музыкальный мир под предводительством Sex Pistols неотвратимо надвигалась агрессивная волна панк-рока. Буквально в течение нескольких месяцев музыкальная пресса забыла о старых кумирах и раскрыла объятия новому явлению. Yes решил ответить на экспансию нового, примитивно-грубого, накачанного звука альбомом особой силы, вложив в него всю свою изощренную фантазию. Начались репетиции альбома, продолжавшиеся 7 месяцев, и в сентябре вышел альбом Tormata. Это был альбом, завершивший эпоху, впоследствии названную классическим периодом Yes. Реакция на него была в основном от недоумения до разочарования. В принципе, альбом был хорош, и последующие поколения слушателей оценили его высоко, просто на тот момент слишком высокими были ожидания. Действительно, после выпуска альбома Fragile, Yes ориентировались на масштабные композиции и программность, и Tormata походил больше на регресс и возврат к коротким пьесам, нежели на развитие вперед. С начала 80-го года в очередной раз стали муссироваться слухи о распаде группы, подогретые тем, что Рик Уэйкман переехал жить в Швейцарию. В это же время Джон Андерсон использовал перерыв деятельности Yes, выпустил альбом Short Stories с Вангелисом. Успех этого диска и прекрасного сингла State of Independence показал певцу, что тот может быть вполне удачлив и без старого ансамбля. Он покинул Yes в феврале 80-го года на гребне успеха своего нового сингла I Hear You Now. Совершенно потрясли поклонников Yes имена заместителей Уэйкмана и Андерсона, клавишник Джефф Даунс и певец Тревор Хорн, до сих пор выступавшие дуэтом под названием Buggles, чей хит Video Killed the Radio отличался техникой выделки. Свою роль сыграла практическая сторона.
Yes и Buggles управлялись одним менеджером. Новый состав подготовил диск «Драма» и осенью 80-го отправился на гастроли по Англии и США. Причем Даунс и Хорн оставили по контракту для себя возможность трудиться под старым именем. Следующий альбом 90-125 оказался далеким от предыдущего Yes. Если заместитель Уэйкмана Джефф Даунс музыкант достаточно квалифицированный, то певец Тревор Хорн каждым своим пассажем заставлял мечтать о возвращении Андерсона. С исполнением старого репертуара группы он не справлялся, и в основном лишь таланты ветеранов позволяли напоминать прежний Yes. В январе Хау начал репетировать с Джоном Уэттоном из UK, чтобы годом позже превратить проект в супергруппу «Азия». Но финальный гвоздь в гроб легендарной группы вбил сам Сквайр, когда было объявлено, что они с Уайтом соединяют силы Джимми Пейджем и Робертом Плантом. К сожалению, в отличие от «Азия», этот проект так и не вышел за двери репетиционного зала. В конце 1983 года ансамбль собрался вновь в составе Андерсон, Сквайр, Тони Кай, а также гитарист Тревор Рейбин. И хотя на альбоме 90-125 голос Андерсона и бас Сквайра идентифицировать легко, групповое звучание резко отличалось от того, что прославило их лучшие альбомы. Особенно хорошо демонстрирует различие хитовый сингл с этого альбома «Owner of a Lonely Heart». Группа внесла в свой стиль современные оттенки для того, чтобы создать атмосферу 80-х годов, вдохновленную фанком, регги и полис. Да и было ли обязательно, чтобы современники-покупатели альбома знали и помнили музыку, к примеру, альбома Close to the Edge? Они оценивали настоящее, и эти творения Yes их вполне устраивали. Озадаченные неожиданно мощным результатом своего нового альбома и тура 90-125, музыканты принялись за работу над следующим альбомом. Однако все складывалось непросто. Если 90-125 содержал сочинение Рейбина, то сейчас в группу вернулся Джон Андерсон, который привык руководить. Рейбин весьма неохотно подчинялся ему. Вторым моментом было то, что благодаря громкой популярности последнего альбома Yes оказался в новом для себя пространстве, в большом шоу-бизнесе, где правят иные законы, чем в мире арт-рока. Продюсер имеет здесь больший вес. Он начальник, поскольку коммерческий успех является абсолютным приоритетом. Оба эти момента привели к отказу Тревора Хорна от продюсирования следующего альбома в пользу Рейбина. Поскольку Хорн был в большей степени сторонником Андерсона и старого Yes, с его уходом позиции в группе Рейбина укрепились. Эти обстоятельства привели к тому, что в период после возвращения в Yes Андерсон много работал на стороне, предоставив инициативную роль в группе Рейбину. В этот период он сотрудничал с Вангелисом, группой Tangerine Dream, Джоном Пол Джонсоном из распавшегося Led Zeppelin, Майком Олфидом, а также занимался духовными делами. Так он придавал огромное значение своей встрече со Святой Матерью Фролой Номи, последовательницей индийского духовного учителя Шри Рамакришны. Эта встреча произошла весной 1987 года. Следующий альбом Big Generator вышел в сентябре этого же года. Это был плод долгой и противоречивой работы. Группа начала записывать его в Италии, продолжила в Англии, а закончила в США. Можно сказать, что с этого времени группа обосновалась в Америке. Альбом знаменовал собой середину эпоху Рейбина в истории Yes, и по времени, и по содержанию. После 90-125 ожидания публики, искусно разогреваемыми компаниями Atlantic, были очень высоки, однако они не оправдались. Несмотря на явно более роскошное звучание, усиленное классическими секциями, альбом имел существенно меньший успех, чем предыдущий, хотя по меркам классического Yes реализация получилась более чем успешная, более миллиона проданных дисков. Но все дело в том, что это не был классический Yes. Группа росла вширь, но не ввысь. Композиции в основном подогнаны для радиостанций, а воплощенная в них музыкальная идея подчинена требованиям шоу-бизнеса. Тем не менее, многие поклонники Yes и стана рейбиновцев почитают Big Generator как лучший и наиболее характерный альбом этого периода. За альбом последовал тур, продолжавшийся по апрель 1988 года. Однако Андерсон чувствовал себя некомфортно. Получилось, что он более продуктивно работал на стороне, чем в компании с Рейбином. К тому же ему очень не нравилось быть поп-звездой, ведомой продюсерами и королями шоу-бизнеса по набитому фарватеру мейнстрима. Он испытывал ностальгию по прежнему Yes,
свободному от оков продюсирования и стандартов моды. Это привело к его уходу. По окончании тура осенью 1988 года Андерсон покинул Yes во второй раз. Андерсон собрал группу, в состав которой вошли Брефорд, Уэйкман и Холл. Они записали альбом, который был издан под их 4 фамилиями, с популярной графикой Роджера Дина на Ариста, и воспринимался слушателями как еще одна пластинка Yes. Тем временем настоящие Yes в Калифорнии записывали для Atlantic свой новый диск, испытывая явный дефицит вокала. Решение пришло в голову Андерсону и было, как всегда, Соломоновым. Оба Yes попросту объединились, причем право на имя, доставшееся теперь Ариста, им пришлось отстаивать в суде. Продюсер Джонатан Элиас соединил заготовки обоих альбомов, замазал огрехи силами 1,5 студийных музыкантов и благословил группу на новое всемирное турне, прошедшее под флагом альбома Union, который в целом отвечал представлениям о Yes большинства старых и новых почитателей группы. В 1994-м вышел еще один альбом под названием Talk, который, к сожалению, не оправдал ожиданий ни слушателей, ни самих музыкантов. Впрочем, как и последующие альбомы. Думаю, нельзя не сказать о том, что параллельно с работой над альбомом Open Your Eyes группа искала клавишника. Были варианты пригласить бывших участников Yes, таких как Патрик Мораз или Джефф Даунс, но Андерсон решил, что неплохо бы попробовать кого-то нового. Выбор остановился на малоизвестном в Америке музыканте из России Игоре Хорошеве. Он стал ассоциированным, то есть неофициальным членом Yes, и в этой роли фигурировал на альбоме Open Your Eyes и последовавшим концертным туром. Игорь получил классическое музыкальное образование в России и являлся горячим поклонником Yes подросткового возраста. Живя с 1991 года в США, он работал в разных музыкальных областях, от должности церковного органиста до композитора музыки к компьютерным играм, пока судьба не свела его с Yes. Вышедший осенью 1999 года альбом The Wader вызвал радостное изумление. Масса поклонников Yes со стажем в десятки лет привыкла воспринимать группу как реликтовую звезду, чей свет далеких вспышек Close to the Edge все еще озарял музыкальное пространство. И в этом свете выходящие в 90-х годах альбомы воспринимались как ценность скорее историографическая, нежели актуальная. The Wader стал новой вспышкой. Абсолютно свежие, радужные, полные арт-роковой энергии Homeworld и New Languages гармонично сочетались с песенным очарованием If Only You Knew и The Messenger. Группа была довольна новым альбомом, и на фоне обоюдного группы и поклонников удовольствия незаметно ушел Билли Шервуд. С сентября 1999 по март 2000 Yes находился в турах по Северной и Южной Америке и Европе с участием Игоря Хорошева, по окончании которого Шервуд покинул группу по взаимному согласию. Между тем, назрела необходимость решения, в каком направлении двигаться дальше. В сущности, были две альтернативы. Классический период принес группе музыкальную славу и удачу в создании музыки, а рэббиновский период был успешен по части бизнеса и денег. Стало понятно, что две цели, креативная и коммерческая, плохо сосуществуют вместе, и надо что-то выбирать, а именно короткие хитовые песни, удобные для радио, или классические развернутые композиции. Несколько ранее было объявлено голосование среди поклонников Yes с вопросом о том, какие вещи аудитория хотела бы услышать на концертах. Оказалось, что три самые желаемые композиции — это The Gates of Delirium, Close to the Edge и Ritual. Аудитория таким образом проголосовала за классику. Группа решила подготовить особый тур, где доминируют крупные пьесы. Тур под названием Masterworks прошел по США летом 2000 года. Среди прочего классического материала исполнялись три победившие в голосовании вещи и ни одной рэббиновской песни. В
плане ориентиров деятельности тур стал началом служения ЕС своим верным поклонникам. Отныне лейтмотивом концертов стало «Спасибо за то, что вы нас еще любите». Однако, в отличие от предыдущих туров, концерты Masterworks почти все проходили в крупных залах. Отныне для ЕС стало привычным совершать именованные туры, без привязки к конкретным альбомам. Все понимали, что группе минуло 30 лет, и что, невзирая на отличную форму и горячую поддержку поклонников, годы ее сочтены. По окончании тура Игорь Хорошев расстался с ЕС по причине некоторых противоречий с Андерсоном. Последний полагал, что амбиции клавишника непомерно возросли. Тем не менее, его уход был обставлен очень прилично, и группа пожелала ему всех благ в музыкальной карьере. ЕС остался в составе прежнего квартета 4 пожилых музыкантов. Группа стала давать значительное количество акустических концертов в небольших аудиториях, либо вставлять акустические части в большие концерты. ЕС старается дать слушателям более емкое представление о своей работе, показывает себя изнутри. Поклонники жадно ловят звуки любимой группы, которая может в любой момент сойти со сцены. Давно уже циркулируют слухи о намерении группы взять продолжительный отдых после многих лет почти непрерывной работы. Пока что поклонники наслаждаются музыкой, сопровождая музыкантов овациями, где бы и что бы они ни играли. Андерсон каждый раз благодарит со сцены публику за понимание и любовь, за возможность для группы сочинять и играть. То, что ЕС создал в музыкальном и духовном плане, это большой красочный мир, пространство мечты, царство добра, чудо сотворения. Сколько бы ни было еще отпущено группе времени для музыки, пока они будут с нами, мы будем благодарны и счастливы.